Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня отвечаем на вопрос, можно ли покупать фейковые вещи, что и физически, проходя на дороге на платочке, что и онлайн. Можно ли такие товары приобретать? Совершаем ли мы какое-то преступление, приобретая такие фейковые, подделанные, клонированные или скопированные вещи? Несем ли мы какую-то либо ответственность за это? Итальянское законодательство очень хорошо знакомо с этим типологией вещей, которые случаются часто в нашем юридическом мире, и регулирует детально эти аспекты. Если вы скупаете для цели перепродажи фейковые подделанные изделия, сумочка Birkin, сумочка Kelly, сумочка Chanel, часики Rolex, и это преступление, которое сделано заумышленно для цели перепродажи и получения профита, является уголовное преступление ричикладжо, которое будет наказано уголовной точки зрения в Италии с лишением свободы с 2 до 8 лет. Сумма, конечно, такого нарушения довольно жесткая. Наше законодательство, которое защищает Made in Italy и качество, и оригинальность брендов, очень сильно борется с преступностью организованной, который хочет получить профит через фальсификацию того или иного бренда и перепродажу. Покупание, перепродажа, переправка, пересылание таких товаров для цели получения прибыли может вывести в очень серьезные последствия. Очень часто я слышу на разных ивентах, мероприятиях, что у кого-то есть подруга, которая имеет фейковую Kelly Birkin, разумно, у которого есть там фейковый Cartier или Rolex, типа вроде бы купил, типа вроде бы для друга. Сейчас из новой эры санкций Трампа, Америки и так далее, куча видео заполнили весь Инстаграм с фабриками Китая, которые подделывают все, что только можно, и реально качество это все предлагают. А можно ли такой товар покупать? Если вы покупаете похожий, где не написано Hermès, вопросов нету. Проблема и особая осторожность должна быть, если вы покупаете оригинальную Hermès, где написано Hermès, который не является оригинальным. Потому что эту отправочку и посылочку, которая может казаться ничтожной, будет проходить через таможню. Возникает несколько вопросов. Какую сумму на таможне вы будете заявлять? Вы отправляете себе Биркин и вы ставите сумму 1000 евро, вам открывают эту посылку, могут привязать уголовку. Иди потом и объясни при уголовном начатом деле и при непродленном ВНЖ, что я типа купил для себя. Ну, давайте успокоим и немножко приостановим панику, которая может раздаваться до этого момента. На самом деле законодательство про reato di ricettazione довольно известное. Case law и юриспруденция тоже довольно ясная. И многие юристы, адвокаты, естественно, уже многие годы толкуют, что если доказывается, что я купил для личного потребления, уголовного преступления именно ричикладжи, то есть скупа, кражена, скупа, подделана и так далее, не существует. Это что значит? Что если я покупаю для личной цели, я вообще никакое уголовное совершение не совершаю? Нет, это не так. Есть второй тип законодательства, второй тип инцидента, типологии закона, который объясняет так называемую неаккуратную покупку. Ходим, гуляем в Форте дель Марми, видим на платочке лежит сумка Chanel. Она стоит 50 евро. Явно я не покупаю ее за 1000 с целью обойти какое-то законодательство или скупить что-то фейковое. Я ее покупаю по кайфу, по приколу, просто так похвастаться, завтра ее одеть на пляж и сделать вид, что я кидаю шанельку в песок, неважно. И это отдельно, которое является для личной цели потребления, не является полной уголовной статьей, является декриминализованной, более легкой статья, которую хочу вам прямо детально прочитать и к которой нужно относиться более осторожно. У нас есть отдельная итальянская статья, которая называется incauto acquisto. Давайте прочитаем вместе точно перевод. Неосторожная покупка. И это правонарушение, совершение тем, кто, не удостоверившись предварительно в их знакомом происхождении, приобретает или получает, или перепосылает, или перепродает, по какой бы ни была причина вещи, в отношении которых по их качеству, положению лица, предлагаемой их цены, размеру цены и основания подозревает или мог по логике подозревать, что они получены в результате преступления, фальсификации и так далее. Поэтому сама полная статья, 648 статья Уголовного кодекса о ричеттационе, то есть перепродажа краженого или фейкового, к вам не может не применяться. Но если вы неаккуратно покупаете, читаем еще раз, неосторожно покупаете, это может быть отдельная уголовная статья, которая может нести до 6 месяцев уголовной ответственности. Нельзя в итоге покупать ничего фейкового, нельзя пытаться ничего фейкового ввозить по кайфу, по приколу, по шутке для подруги и так далее.
только оригинальные вещи и товары. Потому что это может выразиться в более серьезную уголовную статью, если вы профессионально этим занимаетесь, или заявили неаккуратно, что купил для друга, ему перепродать, никогда это не говорите. Или может это превратиться даже в более маленькую, но тем не менее неприятную статью, которая лишит вас и ПМЖ, и гражданства на всю жизнь в Италии и, скорее всего, даже в Европе. Вот такой тип неаккуратной покупки, если по снаружным элементам все дает в понимание, что это не оригинальный товар. Нельзя этим заниматься, нельзя пытаться эти вещи кое-как-то через таможню переправить, нельзя заказать курьер из Китая на друга. Можно купить похожую сумку Биркин, которую делают сейчас из крокодиловой кожи без лого. Можно купить на Alibaba, AliExpress, Юкси, любом другом сайте товар, который вам был продан по официальной цене как юзанный. То есть есть одна концовка этого всего, в котором вы можете быть ни в каком нарушении, если условно вас обманули. То есть если вы сможете по чеку доказать, что вы купили онлайн сумку Биркин за 5000 евро, не говорю 10, 15, 5, ну то есть вам ее продали как юзанную, но оригинальную, и далее вас условно обманули, могло было быть, и вы сможете доказать легально, что вы ее купили за 5000 евро. Если она потом окажется фейковой при таможенной импортации, при проверке багажа на зеленом коридоре, когда вы приезжаете в Милан, Мальпенса или Рома Фимичини, тут проблем нету. Делаем маленький резюме. Нельзя покупать фейковые, перепродавать, это серьезная уголовная статья. Нельзя покупать на платочке на море, потому что если вас видит полицейский, это может быть неосторожная покупка до 6 месяцев лишения свободы. Можно покупать винтажные элементы у кого-либо. Можно это делать, если у вас есть документация о происхождении и у вас есть конкретное подтверждение покупки. Конечно, возникает вопрос при таможенной импортации. Весь этот мир и вся эта деятельность должна быть рассмотрена крайне осторожно. Кто-то мне говорит: Давид, ну какая разница, я по одной сумочке себе из Турции привожу в багаже, типа вроде бы нормально. Вроде бы нормально, пока не проверили. Если вы не сможете доказать покупку по рыночной цене, как будто как оригинальный продукт, будьте внимательны и осторожны, что вредный полицейский вне настроения может привязать статью. Мы занимаемся в помощь юридическому уголовному сопровождению таких вопросов. Конечно, каждое дело имеет определенные границы работы и пространства, в котором мы как адвокаты можем работать. Документы могут найтись, могут обнаружиться, они могут быть донесены. Никто не имеет права вас поставить на допрос сразу в ту сию минуту. Вы имеете всегда право молчать, вы имеете право всегда пойти на допрос и на слушание, на свидетельство через и вместе с вашим русскоязычным адвокатом, чтобы он детально, хорошо переводил эти вещи, элементы. Но, конечно, этот сегодняшний видео нам дает понимание, что можно, что нельзя делать в рамках правовой итальянской системы. Надеюсь, что вы немножко поосторожнее будете, соответственно, относиться ко всем этим товарам, элементам. Не буду вбиваться сейчас, правильно или неправильно покупать фейковые и так далее. Кто-то делает это для цели безопасности. У меня есть друзья, которые знаю, которые покупают копию идентичного того, что у них есть, ну, для цели потребления. Но нужно быть крайне внимательным с манеры, как вы покупаете. В моем опыте у меня клиенты, большинство имели проблемы с прямой посылкой на Италию. То есть редко, когда, честно говоря, это идет какая-то прямая проверка открытого багажа. Очень редко, когда, открывая багаж, полицейский, который его проверяет, будет спрашивать чек той или иной юзанной сумки Биркин. Но если вы сумку Биркин везете в упаковке якобы а-ля оригинальной, и вы едете с рейсом Стамбул-Милан, будьте осторожны, тут есть нюанс. Наверное, эту сумку нужно было бы, скорее всего, привезти просто без какой-либо коробки, упаковки, как ваша уже, которая была. Кто-то где-то когда-то продал, думал, что оригинально, а фальшиво, я не знал. Вот такой тип подхода может сработать. Это очень деликатный совет, который можно дать. Если у вас есть любые вопросы по эту деликатную тематику, честно скажу, наверное, я не успею ответить на все вопросы на YouTube. Пишите мне напрямую на WhatsApp, обращайтесь на платную консультацию касаемо этого элемента. Спойлер для тех, которые дотянули до этого этапа видео. Мы будем предлагать сервис ЧП сопровождения адвоката. То есть человек платит маленький гонорар за год такой ассистенции. Он сгорает, когда заканчивается год. Сумму, которую я сейчас подумал, это 500 евро. В это входит одна срочная консультация в любой момент, когда только это будет нужно. Условно, если вы постоянно ездите с таким типом товара, вы хотите иметь готового адвоката, юриста, который вам поможет из профессиональной команды в случае, что и как заявить,
при таможенном въезде Швейцария-Италия, при таможенном въезде Стамбул-Италия. Вы хотите, чтобы человек был на связи, подъехал, переговорил, сразу вас проконсультировал. Такой некий абонемент, страховка юридический мы будем начинать постепенно предлагать официально. Про это будет более детально потом разъяснение. Спасибо за просмотр. Буду признать, если за лайк. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы всегда знать про наши новые видео. До свидания.